Тема возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан на их исконные земли всегда оставалась важной и политически чувствительной. Сегодня Азербайджан все увереннее заявляет о праве сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из своих родных очагов в начале 1990-х годов, вернуться на родину. Однако в армянском обществе позиция Баку по этому вопросу вызывает бурю возмущения и истерику. Об этом свидетельствуют опросы среди граждан, проведенные армянскими журналистами. 100,000 азербайджанцы, инчи хамар. Готовы ли мы принять 100 тысяч азербайджанцев в Армении? И почему мы должны это делать? Эти слова произнес не Азербайджан, а премьер-министр Армении. Возникает вопрос, готов ли Азербайджан принять в своей стране 300 тысяч армян или вернуть 140 тысяч карабахцев в Карабах? Если вы согласны с тем, что сказал Пашинян, это ваше личное дело. Но разве он когда-либо говорил что-то действительно хорошее в пользу армянского народа? Нет, такого не было. Зато он постоянно повторяет о возвращении азербайджанцев в Армению и об открытии Зангезурского коридора. Этот человек работает на интересы Азербайджана. Мне противно даже говорить о нем, понимаете? Если будет подписан мирный договор, мы должны терпеть друг друга. Они смогут вернуться и жить здесь, как это происходило раньше. Ведь наши армяне живут в Турции, и никто там их не беспокоит. Вы говорите, что азербайджанцы считают Армению своей родиной? Я с этим не согласна. Они могут жить здесь только как гости и не рассматривать Армению своей родиной. Пусть возвращаются, если хотят. Вы говорите, что азербайджанцы считают Армению западным Азербайджаном? Нет такого. Они хотят вернуться и жить в Армении, если только это будет возможно. И что с того, что азербайджанцы заявляют о том, что 100 тысяч человек зарегистрировались, чтобы вернуться в Армению? Пусть говорят, что хотят. Наши армяне тоже делают различные заявления насчет возвращения карабахцев в Карабах. Разве это происходит? Как видите, нет. В Армении вспыхнула новая волна негодования после того, как правительство приняло поправки, согласно которым с 1 ноября 2025 года на въездных печатях в армянских паспортах больше не будет изображения горы Аградах, которую армяне называют Араратом. Особое возмущение вызвало также заявление Никола Пашиняна о создании Четвертой Республики. В обществе это решение многие восприняли как очередную уступку Турции и Азербайджану и назвали действия власти предательскими. Однако сторонники мира с Азербайджаном и Турцией считают заявления реваншистов враждебными и предупреждают, что такие настроения могут толкнуть страну в пропасть. Իրականում տապալել է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունը։ Никол Пашинян сверг Третью Республику Армения вместе с Карабахом и нашей безопасностью. Он заявляет, что закрывает Армению, потому что хочет создать некую новую, реальную Армению. Он намерен убить в народе боевой дух и патриотизм, отнять память и превратить людей в манкуртов. Если 3 года назад мы говорили, что Пашинян ставит под угрозу Армению и нашу безопасность, то сегодня ясно. Он стремится похоронить наше государство и создать новую страну, где будут проходить концерты и цирковые представления, а люди будут сыты. Его ежедневное выполнение враждебных требований не случайно. Сначала он отдал Карабах, наши земли. А теперь решил убрать символ горы Арарат с наших паспортов. Он готов преклониться перед нашими врагами и исполнить любое их требование, лишь бы им угодить. Хочу заявить, что партия Дашнак-Цутюн намерена сформировать новый фронт. В ближайшие месяцы мы будем вести борьбу не на жизнь, а на смерть. Это может перерасти в гражданскую войну. В течение одного дня многое может поменяться. Сможет ли оппозиция убрать Пашиняна? Конечно, да. Иначе нет смысла жить. Если Никол останется у власти, Армения может перестать существовать. Слова Дашнака Герама Манукяна являются наглядным свидетельством того, что эти люди по-прежнему вынашивают территориальные претензии как к Азербайджану, так и Турции. Вместо того, чтобы сочинять сложную историю, им пора признать очевидное. Гора Аградах находится на территории Турции и принадлежит именно этой стране. Парадокс в том, что с одной стороны армяне не отказываются от своих территориальных амбиций, а с другой стремятся открыть границы с Турцией и наладить отношения с турецким народом. Факт того, что гора Аградах расположена на территории Турции, подтверждает и бывший министр культуры Армении Акоп Мовсес, открыто признающий эту историческую и географическую реальность. Նախ, ինչ գործ ունի Արարատի պատկերը ոստիկանի
կնիքի վրա, որը դնում է Հայաստանից ենթադրենք Ալբանիա կամ Թուրքիա վաղը մեկնող որևէ մեկի ուրեմն անձնագրի մեջ։ Возникает вопрос, какое отношение имеет изображение Арарата к штампу полицейского, который ставит в паспорт человека, выезжающего из Армении в Албанию или Турцию? Гора Арарат священна для нашего народа. Но это не значит, что ее изображение должно входить в число государственных атрибутов. Сегодня Арарат находится на территории Турции. И это государство вправе спросить, почему портрет Арарата считается символом Армении? Все это делается лишь для того, чтобы два политических демагога набирали очки и поднимали шум. Их главная цель — обмануть людей, ввести их в заблуждение. Теперь они уговаривают отказаться от дружбы с азербайджанцами и турками. Но нужно понимать, поиск диалога с соседями — это не слабость, а политический талант и искусство дипломатии. За последние 30 лет мы пережили чрезвычайно сложные процессы. Период после Карабахской войны я считаю одним из самых тяжелых для нашей республики. То, что существовало в эти годы, государством назвать нельзя. Это был настоящий бардак. Все завершилось революцией 2018 года. К власти пришло новое поколение, которое стремится строить государство, но сталкивается с сопротивлением тех, кто десятилетиями подкармливает народ ложными идеями и пустым пафосом. Эти силы пытаются помешать реформам, пугая людей турками, утверждая, что без России мы обречены на гибель. Сегодня мы должны поддержать Никола Пашиняна, чтобы довести начатое до конца и достичь прочного мира с нашими соседями. Пришло время народа осознать главное. Впервые с X века у нас есть собственное государство. Если не будет Армении, не будет и нас. Мы останемся лишь в мифах и воспоминаниях, как позвеневший и затухший колокол. Որ ասում են ծոծրակը կտեսնես, հիմա այս բարեկիրթ եմ ասում, քան թե կտեսնես քո այդ 4-րդ հանրապետությունը։ Եվ այստեղ շատ լուրջ բան կա։ Никол Пашинян заявляет, что собирается создать четвертую республику. Он лишь увидит свой затылок, а четвертую республику он никогда не увидит. Никол совершил столько злодеяний, начиная от предательства Родины и заканчивая отрицанием права Карабаха на самоопределение, что должен ответить перед законом. Этот предатель Родины запрещает народу говорить о горе Арарат, утверждая, что она находится на территории Турции. Получается, что он может заявлять о создании четвертой республики, о ложном мире, а народ лишен права на любое высказывание. Так продолжаться больше не может. Он думает только о том, какую конституцию принять, чтобы вечно править страной. В ближайшее время общество должно подняться и потребовать от правоохранительных органов возбудить уголовное дело против Никола Пашиняна и его коррупционной команды. Ранее он заявлял, что делает то, что хочет, ведет переговоры, о чем хочет. За такие высказывания полагается более 10 лет тюрьмы, но почему-то он до сих пор остается на свободе. Как передают армянские СМИ, последний глава сепаратистов Самель Шахраманян подал в суд на Минобразование Армении из-за учебника истории для 9 классов, где указано, что он подписал указ о распуске Арцаха. Но ни для кого не секрет, что 28 сентября этот так называемый президент подписал документ, согласно которому с 1 января 2024 года прекращает свое существование проект под названием НКР, а вместе с ним распускается и весь их аппарат. Возникает вопрос, на каком основании он подает в суд на Минобразование. Если Шахраманян потерял свой экземпляр этой бумаги, Азербайджан вполне может ему ее напомнить. Об этом не забыли и в армянском обществе. Նշանակում է, որ այս պետություն մոդելը ինչ որ կա, ինքը իրեն բացարձակ սպառել է եւ Власти объявили о создании четвертой республики. Это свидетельствует о том, что прежняя государственная модель Армении себя полностью исчерпала. К сожалению, в стране сформировался худший тип режима – воровское государство, от которого нужно избавляться. Но, к сожалению, находятся люди, которые пытаются помешать этому процессу и удержать Армению в болоте старых схем. Недавно Левон Петросян заявил, будто Никол Пашинян спровоцировал войну 2020 года. Подобные нелепые обвинения звучали также от Кочаряна и Сарксяна. Примечательно, что после каждой встречи с Каперкиным эти люди активизируются. Я уверен, если будут раскрыты архивы Карабахского движения, станет ясно, что все они были сержантами России. И это не новость. Еще во времена русских царей наши армяшки ради власти и денег заискивали перед русскими правителями. И сегодня немало тех, кто остается агентами России. Երբ որ ասում էր դե մեկի տակը պետք է բադրենք, պարկենք, այն ռուսների տակը կպարկենք, ինքը կայֆ է անում էլի,
Помню, как во время правления Сержа Саргсяна один из членов его парламента заявил, что все равно нужно под кем-то лежать. И лучше, если под русскими. Видно, он от этого получал удовольствие. Недавно Самвел Шахраманян обратился в суд, требуя защитить свое достоинство. Этот человек подписал документ о ликвидации Карабаха. А теперь нагло утверждает, что этого не было. После всего этого о каком достоинстве он говорит? Эти документы — исторический факт. Скоро станет ясно, почему он так поступил. Все эти люди — политические мазохисты. Сейчас они добиваются импичмента Никола Пашиняна. Все это — проделки Москвы. Кремль надеется с помощью оппозиции свергнуть Пашиняна, но у них ничего не получится. Сегодня для нас главное — мир. Нам необходимо открыть диалог с Турцией и Азербайджаном, урегулировать отношения с Баку и восстановить дороги с Турцией. Я уверен, что после этого Россия подумает, как снова организовать геноцид наших народов. Раньше ведь мы дружили с Турцией, но многие наши армяне, агенты России, портили эти отношения. Но я уверен, после урегулирования отношений с Азербайджаном и Турцией ситуация улучшится. Միացյալ Նահանգներում ստորագրված փաստաթուղթը ներկայացվում է իբրև կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ։ Подписанный в Вашингтоне документ оппозиционеры представляют как капитуляционный. Нужно быть либо менигитом, либо сумасшедшим, чтобы заявлять подобное. Так называемый третий президент тоже позволил себе подобные высказывания. Я уже неоднократно говорил, лучше бы они вышли голыми на улице. Этим они привлекли бы куда больше внимания, чем бесконечным повторением слова «Карабах» и враждебными заявлениями. Оппозиция постоянно уговаривает карабахцев не принимать гражданство Армении, уверяя, что однажды они смогут вернуться в Карабах. Многие карабахцы отправились в Россию и там уже получили российские паспорта. И думать, что они вернутся в Карабах, глупо. Есть только два пути возвращения. Война или принятие гражданства Азербайджана с последующей жизнью там. Но карабахцы отвергают второй вариант, иначе они бы не покинули свои дома. Среди них есть и те, кто уже поставил точку в этой истории. Речь идет о человеке, который в Евлахе подписал документ о распуске Карабаха. И после всего этого Самвел Шахраманян без стыда и совести осмеливается делать громкие заявления. Как такое вообще возможно? Сегодня оппозиция превратилась в настоящего поджигателя войны в Армении. Эти силы представляют прямую угрозу для страны, особенно дашнаки. Партию Дашнак Цутюн необходимо закрыть. Ее представители не устают призывать к войне и смене власти. Говорят, что собака, которая лает, не кусает. Но что, если однажды она станет настолько агрессивной, что укусит? Пока в Армении существуют люди с террористическими устремлениями, тесно связанными с дашнаками, риск повторения трагедии 27 октября остается реальным. Мы должны понять, Никол похож на животное, попавшее в ловушку вместе с партией «Гражданский договор». Этот режим в Армении фактически оккупировал страну. Предстоящие выборы следует рассматривать не просто как очередной политический акт, а как шанс освободить Армению от оккупационных сил. Я поддерживаю предложение Армена Ашатяна. В тот день, когда мы сможем освободиться от режима Никола, в закон о календаре Армении следует внести изменения и объявить этот день днем победы национального освобождения. Потому что сегодня Армения фактически обслуживается силами, которые продвигают повестку чужих государств. Никол сдал Карабах и не чувствует себя виновным. Теперь он пытается сдать саму Армению, хочет убрать символ горы Арарат из паспортов и провозгласить свою четвертую республику. Этот человек постепенно разрушает страну. Мы должны остановить его, пока не поздно. Некоторые оппозиционеры боятся проводить митинги, опасаясь арестов со стороны Никола. В таком случае участие в выборах теряет смысл. У Никола, по сути, карт-бланш от западных центров влияния. Он может действовать так, как ему угодно. Если оппозиция отказывается выходить на улицы и противостоять, она автоматически становится соучастницей переизбрания Никола в 2026 году, а после переизбрания – соучастницей провозглашения четвертой турецкой субгосударственности. Մեր պետական փաստաթղթերի վրա պետք է լինի միայն պետական սիմվոլիկա եւ ոչ այլ ինչ։ На государственных документах должна быть только государственная символика и ничего больше. В 1999 году, когда представители Ирана приезжали в Армению, в их паспортах ставилась печать, на которой не было изображения Арарата. Только надпись «КПП Россия». В 2004 году также такого не было, но это никак не отразилось на идентичности людей.
Что касается мира между Арменией и Азербайджаном, 8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении и президент Азербайджана подписали декларацию о мире. После возвращения на родину и Никол Пашинян, и Ильхам Алиев заявили, что конфликт завершен. Что касается Конституции Армении, у нас нет территориальных претензий к Азербайджану. Сегодня члены Дашнак-Цутюн и Республиканской партии заявляют, что после прихода к власти они отменят или пересмотрят соглашение с Азербайджаном. Это значит, что мы имеем дело с авантюристами, разрушающими страну. Очень важно, чтобы армянское общество не поддерживало этих людей, а также Тер Петросяна и его команду. Главное сегодня — мир. Мы заплатили очень высокую цену за него и будем сохранять его. Всем известно, что Дашнак-Цутюн — единственная партия, которая дважды разрушала армянскую государственность. Мы не позволим, чтобы это повторилось. Что касается слов Левона Тер-Петросяна, хочу заявить, что Карабах — это Армения. И точка. Изначально он принадлежал ей. Он также изложил эту идею в Декларации независимости, после чего началась война. Если, как утверждает Тер-Петросян, Кочарян и Сарксян, Никол Пашинян этим заявлением якобы объявил войну Азербайджану, то Левон Тер-Петросян не только сделал такое заявление, но и закрепил эту позицию в Декларации независимости. Поэтому я советую ему отказаться от этой искаженной и ошибочной логики. Никол Пашинян решил создать четвертую республику. Во-первых, эта республика долго не просуществует. 7 лет назад даже в самых страшных снах мы не могли представить подобное. Сегодня мы видим, как все условия врага выполняются. Нашего союзника, Россию, благодаря которой мы вернулись на эти земли, власти объявляют виновником всех бед, а нашего врага, Азербайджан, называют другом Армении. После такого позорного поражения в войне Пашинян должен был подать в отставку, но он остался. Возникает вопрос. Может быть, именно Запад убедил Пашиняна сдать Карабах, а теперь Сюник эмигри? Для чего? Чтобы Азербайджан, Турция, Израиль, Америка и Англия объединились и создали в регионе мощное государство. После этого русские покинут Кавказ, а Армения превратится в половую тряпку. Я больше не обвиняю азербайджанцев и турков. Они люди чести, они не предавали свою родину. Думаю, трудно найти еще одну страну, где существует настолько предательская команда, работающая на врага и предающая собственный народ. Если так продолжится, мы превратимся в вассальное государство. Но этим дело не ограничится. Азербайджаном и Турцией руководят умные люди. Они осознают, что даже малая, но незавершенная проблема может привести к новому витку конфликта через 10-20 лет. Поэтому важно ослабить влияние реваншистских групп и найти окончательное решение, которое исключит повторение угрозы. Теперь Пашинян требует отказаться от горы Арарат. Я уверен, что Мигри больше нам не принадлежит. Если мы на 100 лет отдаем территорию другому государству, мы превращаемся в колонию. Мы в 3-й раз пошли на капитуляцию. Часть нашего общества на протяжении веков страдает психической болезнью. Остальные — агенты и русофилы. Теперь оппозиционеры обвиняют Никола Пашиняна в том, что он объявил войну Азербайджану, проиграл войну и так далее. Карабахская война была подстроена именно оппозиционерами. Их не волнует ни Карабах, ни карабахцы. Оппозиционеры говорят, что они вернут Карабах. У них ничего не получится. Они нагло врут. Возникает вопрос, почему в свое время бывшие руководители не решили карабахский вопрос? Потому что по приказу России они хотели долго затягивать конфликт. Они заставили 120 тысяч карабахцев покинуть свои дома. Подписали бумагу о ликвидации Карабаха и теперь хотят вернуться в Карабах. Они прекрасно знают, что это невозможно. Их главная цель — чтобы у нас не было государства. Теперь Самвел Шахраманян оправдывается, что он не ликвидировал Карабах. Он надеялся, что в Армении будет революция, и он свои деяния переложит на Пашиняна. Но его мечты не сбылись. Шахраманян должен быть наказан за свои злодеяния. Книга истории для 9 класса написана для наших потомков. Они должны знать правду. Оппозиционеры должны понять. Они не могут отменить документ от 8 августа. Теперь будет другой документ, который улучшит ситуацию в Армении. Многие поражены отвратительными действиями Левона Тер-Петросяна. Вместе с Робертом и Сержем этот человек разрушил Армению. Что касается создания 4-й республики, 3-я республика морально мертва. Она известна нам лишь миграцией, нищетой и аморальными поступками. И пусть оппозиционеры не болтают всякую чушь, мы все равно создадим 4-ю республику. Չարորակ եւ թունավոր ռոպագանդա են տանում նաեւ Սփյուռքում։ Եվ դա անում են այո դաշնակները եւ բևեռականները։ Сегодня дашнаки и члены партии Национально-демократического полюса распространяют в диаспоре злонамеренную и ядовитую пропаганду. Какова их цель? Сорвать подписанные в Вашингтоне документы. Наш многовековой, в кавычках, друг тоже относится к этому крайне отрицательно. Они начали проливать горькие слезы.
Словно хоронят Кикоса. Заинтересована ли Турция в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта? Конечно, да. Но Турция не собирается делать ничего во вред Азербайджану. Они открыто заявили, что откроют границы с Арменией только после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Думаю, это произойдет уже в следующем году. Вы говорите, что оппозиция против открытия границ с врагом. Я не считаю их оппозицией. Эти люди — участники гибридной войны против нас на стороне России. Они выступают против того, чтобы у нас были добрососедские отношения с Турцией и Азербайджаном. Ради этого они даже создали движение, назвав его «Священная борьба». К ним присоединился и Самвел Шахраманян. Недавно он обратился в суд, требуя убрать свое имя из книги истории 9 класса, заявив, что он не подписывал бумагу о ликвидации Карабаха. Тогда пусть признается, чей собачий сын это сделал. Он нас за дураков держит. В книге написана правда, и народ должен знать об этом. Кто подписал документ, обеспечивающий беспрепятственный проход? Конечно же, Никол Пашинян. Он разве не понимает, что уже отдал Зангезурский коридор Азербайджану? Если армянский народ не ответит на эти вызовы, то в 2026 году, в случае переизбрания Пашиняна, на следующих выборах Турция будет решать за нас. Никол заложил мину под Армению. Из 220 тысяч квадратных километров территории Армении осталось всего 29 тысяч. Разве мы смогли что-то доказать? Нет, конечно. Теперь он отдает Сюник. Кто потом докажет, что Сюник был армянским? Что касается возвращения 300 тысяч азербайджанцев в Армению, такого никогда не будет. Многие из них сами покинули свои дома. Только из деревни Нарнацора армяне выгнали азербайджанцев. У них здесь нет своих домов, чтобы они вернулись обратно. Никол Пашинян уже открыл ящик Пандоры. Если увидим, что в Армении разворачиваются опасные процессы, мы попытаемся совершить революцию. Армянский народ еще восстановит свое достоинство. Каким путем? Став сильным государством. Армянский народ должен знать, что 2026 год может стать для нас последним Сардарабадом. Уже звучат тревожные колокола. И если люди снова проголосуют за Пашиняна или за бывшей власти, тем самым они проведут черную линию под Арменией. Сегодня он сокращает военный бюджет. Это безумие. Он разве не понимает, что в этом регионе нужно быть очень сильным и вооруженным? Нельзя совершить столько преступлений против собственного народа, как это делает Никол. Он должен не забыть, что армянский народ умеет мстить. В потере Карабаха виноват Пашинян. Он обязан был сделать все, чтобы не потерять эти земли и не проиграть войну. Он мог бы проиграть битву, но не войну. И за это он должен нести ответственность. Абсурдное высказывание Гургена Симоняна о том, что территория Армении якобы когда-то составляла 220 тысяч квадратных километров, лишь подтверждают. Армянские политики и идеологи продолжают жить в плену собственных мифов, пытаясь возродить несбыточную идею Великой Армении. Десятилетиями армянская пропаганда создавала сказку о стране от моря до моря, внушая обществу иллюзии о великом прошлом и утраченных землях. Более того, армянские политики и лжеисторики на протяжении многих лет безуспешно пытаются убедить мировое сообщество о том, что на территории нынешней Армении, то есть на землях Ереванского ханства, армяне жили с древнейших времен. Однако многочисленные архивные документы свидетельствуют об обратном. Массовое переселение армян на территорию современной Армении произошло лишь в начале XIX века. Эту историческую правду признает и сам армянский политолог Степан Даниэлян. Ինչի համար որպեսզի կատարի Ադրբեջանի պահանջը պետք է ընդհանրապես խորանալ պատմության մեջ եւ տեսնել թե ինչպես ստեղծվեց այս Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս 19-րդ դար պետք է գնանք եւ հայ ժողովուրդը ստացավ տարածք ռուսական կայսրության քաղաքականության արդյունքում եւ իր հիմնական ախոյանը Օսմանյան Թուրքիան էր այդ ժամանակ եւ նաեւ Բրիտանիան այ որպեսզի այս խնդիրը լուծվի սկսեց հայերի վերաբնակեցումը այս տարածքում Եկեք մենք ազնիվ լինենք եւ ճիշտը խոսենք 1828 թվականին երբ որ ռուսները եկան այս տարածքում այսօրվա Հայաստանի իրական Հայաստանի տարածքում 20%-ն էր մոտավորապես հայերը որոնց մի զգալի հատվածն էլ բոշաներն էին սա է իրականությունը այսինքն Հայաստանը որպես այդպեսին ստեղծվել է որպես սեփ մուսուլմանների մեջ Ռուսաստանի քաղաքականության համար Почему Никол Пашинян хочет создать четвертую республику? Чтобы выполнить требования Азербайджана. Но если говорить о нашей стране, то нам нужно заглянуть в историю и понять, как вообще появилась Республика Армения. Для этого стоит вернуться в 19 век.
Тогда армянский народ получил территорию благодаря политике Российской империи. В те времена главными соперниками России были Османская Турция и Великобритания. Чтобы решить вопросы с этими странами, Россия начала переселять армян в этот регион. Будем честны, в 1828 году, когда русские вошли сюда, лишь около 20% территории нынешней Армении было заселено армянами, значительную часть которых составляли боша, то есть цыгане. Армения была создана как клин российской политики среди мусульман. Но ведь никакая страна не хочет быть клином. Все народы хотят жить как нормальное государство и строить добрососедские отношения. Армения же изначально создавалась именно для этой роли. И если сегодня она откажется выполнять ее, то как государство существовать не сможет. История знает немало примеров, когда государства возникали и исчезали по логике великих держав. Եվ հիմա Հայաստանը պետք է պարզ Իրանին ինչի համար, որտեղ ինքը չի ցանկանում Թուրքիա-Ադրբեջան կապը ստեղծվի, նույնը Ռուսաստանը։ Կան երկրներ, որոնք ցանկանում են այդ կապը ստեղծել եւ ասենք թուրքական աշխարհը տանել ընդհանրման Իրանի դեմ եւ Ռուսաստանի դեմ։ Եվ հետագայում Подумайте сами, зачем Ирану нужна Армения? Чтобы не допустить прямой связи между Турцией и Азербайджаном. Россия также против этого, но есть и другие страны, которые, наоборот, стремятся соединить Азербайджан и Турцию и втянуть тюркский мир в конфликт с Ираном и Россией. Повторю, Армения была создана как клин между Турцией и Азербайджаном. И если она откажется выполнять эту роль, ее существование окажется под вопросом. Горько это признавать, но такова правда. Այս տրամաբանության դեպքում ուղղակի Հայաստան չի լինելու։ Շատ ցավալի բան եմ ասում, բայց սա է իրականությունը։ Հակառակորդ նկատի ունեմ ադրբեջանական կողմից։ Դե տեսնում եմ, որ իրենք մեծացնում են ռազմական բյուջեն, ասում են հագնում են խաղաղության, բայց պատրաստում են պատերազմի։ Մեր ինչ գործն է Ադրբեջանը մեծացնում է իր ռազմական բյուջեն, թե չի։ Вы говорите, что с азербайджанской стороны звучат угрозы и что они увеличивают военный бюджет. О каких угрозах идет речь? И какое наше дело, что Азербайджан увеличивает свой военный бюджет? Сегодня между Арменией и Азербайджаном существует множество нерешенных вопросов. Их можно урегулировать. Пусть на это уйдут месяцы или даже годы. Однако постоянно звучат заявления, что Азербайджан вот-вот нападет на Армению, что 300 тысяч азербайджанцев вернутся в свои дома и так далее. Сколько можно держать людей в страхе? У вас нет самолюбия? Скажите честно, вы когда-нибудь видели, чтобы азербайджанские или турецкие телеканалы делали такие же заявления против нас, как это происходит в Армении? Нет. Тогда возникает вопрос. Какова цель подобных заявлений? Видно, кто-то хочет опустошить Армению, заставив людей уехать. Оппозиция постоянно утверждает, что Азербайджан намерен открыть Зангезурский коридор силой. Но позвольте напомнить, а кто в Армении говорил о новой войне и новых территориях? Это был бывший министр обороны Давид Танаян. Нужно понимать, что после событий 8 августа ситуация изменилась резко и безвозвратно. Те, кто сегодня выступает против мира, фактически выступают против собственного государства. К сожалению, оппозиция выбрала путь разрушения. Что касается импичмента Никола Пашиняна, я к этому процессу не присоединился. Возникает вопрос. Фракция «Честь имею надеяться», что команда Никола Пашиняна присоединится к ним. Это невозможно. Всем хорошо известно, что данный процесс был организован Сержем Сарксяном. Именно по его вине Армения оказалась в столь тяжелом положении. И даже спустя десятилетия нашей стране будет не просто оправиться от нанесенных разрушений. Тем временем в парламенте Армении оппозиционная фракция «Честь имею» провела слушание по заявлению о национальном кризисе и провале управления, целью которого является выражение в Батуми недоверия Николу Пашиняну. В своих выступлениях оппозиционеры заявили, что Пашинян якобы окончательно потерял легитимность и что его пребывание у власти представляет угрозу для страны. 7 տարի առաջ այս ամբիոնից Հայաստանի վարչապետի Արթուր Զբաղեցնող անձը 7 лет назад с этой трибуны человек, который занял кресло премьер-министра, обещал карабахцам безопасное будущее, полную реализацию права Карабаха на самоопределение. После этого на площади республики он заверил тысячи собравшихся, что не примет какого-либо решения по карабахскому вопросу, не проинформировав людей. Однако 9 ноября 2020 года в бункере он тайно подписал первый акт капитуляции. Сегодня он заявляет, что Карабах никогда не был армянским, что Карабах — это Азербайджан. Сегодня он усерднее, чем азербайджанцы, доказывает, что Карабах — это Азербайджан.
7 лет назад с этой трибуны он также заявил, что мы, республиканцы, проводили нечестную политику, а он будет проводить суверенную политику. Вместо этого он встал на колени перед Азербайджаном и Турцией. Есть много причин выразить недоверие Пашиняну, но главное в том, что он украл у нас часть родины, Вторую Армянскую республику, Карабах. Он заявил, что до 2018 года армянские солдаты находились на азербайджанской территории. До сих пор ни один из руководителей не позволял себе подобных заявлений, как делает Пашинян. Именно поэтому он должен уйти. Хочу отметить, что блок «Аястан» передал коллегам из «Честь имею» собранные подписи за импичмент Пашиняна. Наша главная цель – как можно скорее избавиться от этих разрушительных капитулянских властей. Երբ վերջապես ԿՊԱ-ականները գնան ստեղից, ստեղ լուրջ ախտահանման կարիք կլինի եւ Я думала, когда депутаты от правящей партии уйдут, нам потребуется серьезная очистка, чтобы изгнать это зло из зала парламента. Не нужно выйти на трибуну и перечислять ошибки Никола. Этот человек – враг и предатель армянского народа. Он совершил преступление, должен предстать перед судом по всей строгости Уголовного кодекса. Сегодня Пашинян хочет создать четвертую республику. Это значит, мы рискуем оказаться в составе Азербайджана. Мы должны бороться против этого. Я, Элеонора Манандян. Я являюсь частью элиты армянского народа и выступаю от имени нации. Армяне не футболисты. Мы, нация личностей, должны создать союз из сильных персон. Я участвовала во всех акциях протеста против Пашиняна. Многие боятся выходить на митинги. Это позор. Призываю всех выйти на улицы и бороться против Никола. К сожалению, среди наших бывших лидеров есть те, кто думает лишь о том, кто из них станет премьер-министром. Эти люди должны понять, сегодня Армения на грани пропасти. И быть премьером – огромная ответственность, потому что ему будет тяжело восстановить страну, которую Никол полностью разрушил. Как видно, армянская оппозиция снова грезит реваншем. Своими абсурдными заявлениями они наносят серьезный ущерб процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Напомним горе-реваншистам, что Карабах – исконно азербайджанская земля, которая почти 30 лет находилась под оккупацией Армении. За это время азербайджанский народ пережил этнические чистки, разрушение городов и сел, уничтожение культурного и исторического наследия. В 2020 году в ходе Второй Карабахской войны азербайджанская армия освободила свои земли от армянской оккупации, полностью восстановив территориальную целостность и суверенитет страны. Я уверен, что мы вместе сможем убрать Никола. Среди нас есть те, кто говорит, что раньше выборы проходили плохо. Этим вы подливаете воду на мельницу Никола. Получается, что и наша страна была плохой, и поэтому нужно создавать четвертую республику. Никол уже сдал половину нашей родины, теперь он сдает наши души. Мы не должны больше произносить три вещи. Во-первых, что Никол должен уйти, потому что он никогда сам не подаст в отставку. Во-вторых, что нужно убрать Никола, потому что непонятно, кто именно это сделает. И в-третьих, что народ должен убрать Никола, потому что я и вы тоже часть этого общества. Каждый из нас должен заявить: «Я уберу Никола». После у Никола не получится больше ускользнуть. И даже если ему удастся ускользнуть, инициатива импичмента станет конституционным мечом, который будет висеть над его головой. В течение 7 лет Никол творил множество злодеяний, но, к сожалению, до сих пор остался безнаказанным. Он идет по пути вседозволенности. Если с этим человеком нельзя бороться законными методами, остается только один путь – экстремизм. Но и он чреват серьезными потрясениями для Армении. Если мы не сможем изменить ситуацию без насилия, но при этом остановить произвол, у нас просто не останется шансов, отступать больше некуда. Параллельно перед зданием парламента Армении прошла акция протеста с требованием отставки Никола Пашиняна посредством импичмента. Митингующие заявили, что Пашинян не должен оставаться у власти и должен быть сменен до парламентских выборов 2026 года. Я прошел через 3 войны. То, что сегодня мы живем спокойно в Армении, заслуга павших солдат, что почивают в Ереблуре. Мы все воевали за нашу нацию. Никто из нас не сражался за турка Никола. Мы воевали, чтобы очистить страну от турецкого влияния и не допустить создания Турана. Наш народ поверил лживым обещаниям Никола, и в результате мы потеряли наш Карабах.
Теперь он открывает дороги для турок. Армянский народ должен просыпаться. Мира от капитулянта не будет. Турки вынуждают его выполнять свои требования. Почему он решил убрать символ Арарата с наших паспортов? Кому он мешал? Туркам или азербайджанцам? Тот, кто уберет Арарат из наших паспортов, подлый негодяй. Он хочет заставить нас забыть гору Арарат, Карабах и Западную Армению. Вопрос Карабаха не закрыт. Только турок может признать Карабах частью Азербайджана. Никол – турецкий агент. Нужно свергнуть его с поста, пока не поздно. Между тем, армянские журналисты провели опрос среди граждан. Темой стало доверие к возможности установления мира между Азербайджаном и Арменией. Респонденты также высказывались по вопросу Карабаха, об открытии Зангезурского коридора под названием «Дорога Трампа». Делились мнением о том, за кого проголосовали бы на выборах 2026 года, а также касались других актуальных тем. Я уверен, что именно Никол Пашинян должен прийти к власти. Разве есть кто-то еще достойный того, чтобы мы проголосовали за него? Конечно, нет. Пашинян делает все возможное для народа и старается поднять страну на ноги. Я буду голосовать только за него. И уверен, в эти сложные для страны времена, кроме Пашиняна, никто не сможет руководить Арменией. Никол Пашинян хочет создать четвертую республику. Я могу сказать только одно. В этой четвертой республике живет Никол со своей командой. Мы живем в Армянской республике. Сегодня наша государственность под угрозой, но люди этого не понимают. Они будто превратились в зомби. Сегодня в армянском обществе много тех, кто становится на колени перед азербайджанцами и думает только о своем животе, лишь бы быть сытым. У таких людей нет будущего. Я рядом с теми патриотами, которые прошли войну и готовы и сегодня воевать. Пашинян твердит, что он патриот своей родины. Его родина Азербайджан и Турция, поэтому он работает во благо своей родины. Поймите это. Осталось только, чтобы он произнес слова «Аллаху Акбар». Поверьте, совсем скоро он будет молиться на азербайджанском языке. Он уже давно превратился в мусульманина, поэтому ничего хорошего от этого человека не ждите. Будет лучше, если нынешняя команда снова останется у власти. Если придут другие люди, ситуация в стране может ухудшиться. Разве до Никола Пашиняна у нас были нормальные лидеры, которые работали во благо народа и страны? У нас никогда не было нормальных руководителей. Если он уйдет, мы окажемся в еще худшей ситуации. Поэтому во время выборов все должны проголосовать за Никола Пашиняна. Вы говорите, что Никол Пашинян намерен убрать символ горы Арарат с наших паспортов? Это поведение невежественного, неграмотного человека и ничего более. Он хочет угодить туркам, поэтому выполняет их требования. Наш могущественный премьер-министр делает все возможное ради Армении и армянского народа. Когда мы постоянно произносим слово «Арарат», разве это делает гору армянской? Поймите, что Арарат не принадлежит нам, так же, как и вам и другие города. Печально, конечно, мы превратились в рабов. У нынешних властей нет самолюбия. Теперь они решили убрать символ горы Арарат с паспортов. Это позор. Постоянно уступая, Никол Пашинян ничего не добьется. Наоборот, скоро азербайджанцы будут жить в Армении. Представляете, что будет с нами, если 300 тысяч азербайджанцев вернутся сюда? Мне будет страшно даже выходить на улицу. Тогда мне придется уехать из Армении. Даже сегодня я боюсь поздно вечером гулять с внуками по городу. Мне кажется, что на каждом шагу могу встретить азербайджанцев. А когда азербайджанцы уже начнут жить здесь, мне будет страшно даже по утрам выходить на улицу. Для кого он хочет подписать мирный договор? Эта бумага будет касаться только слуг азербайджанцев, то есть команды Пашиняна. Сегодня они от радости танцуют, что будут жить в мире с азербайджанцами. Это ужасно. Я прошу всех журналистов пожалеть нас и больше не рассказывать о таких вещах. Я против того, чтобы убрали символ Арарата. Веками он находился на наших паспортах. Власти хотят улучшить отношения с Турцией. Мы христиане, а турки мусульмане. Наши два народа несовместимы, поэтому мы не сможем жить вместе.
Никол Пашинян ведет неверную политику. По его вине многие мои молодые родственники уехали из Армении. Здесь остались только мы, пожилые люди. Я сама 48 лет работала для Армении, но сегодня получаю мизерную пенсию. Живу очень плохо, еле свожу концы с концами. Было бы хорошо, если бы власти подумали о благополучии собственного народа, а не о горе Арарат. Невозможно больше все это терпеть, понимаете? Невозможно. Եթե հայ բաները կայնեն, տամոժնին, մեր հայերը Что даст Армении подписанный в Вашингтоне документ об открытии Зангезурского коридора, который власти называют «перекрестком мира»? Если эту дорогу будут контролировать армянские таможенники, это принесло бы нам пользу. Но если контроль будут осуществлять американцы, ничего хорошего ожидать не стоит. Такого не может быть. Никакой дороги через Сюник быть не может. Пусть Пашинян откроет ворота своего дома перед азербайджанцами. Такое может случиться только тогда, когда Азербайджан признает Карабах территорией Армении и вернет наши земли. А Турция признает геноцид армян. Мы сможем только быть соседями с азербайджанцами. Об открытии этой дороги не может быть и речи. Это очень сложный вопрос. Если подписали документ об открытии этого коридора, то он должен быть открыт. От нас ничего не зависит, ведь мусульманский мир стремится к объединению. Мы знаем, что Армения является клином между Азербайджаном и Турцией и мешает этому процессу. Если Армения откроет эту дорогу, мусульманские страны объединятся. Тогда может начаться война между христианами и мусульманами. Никто не пойдет против него. Команда Никола Пашиняна предана своему лидеру и никогда не присоединится к импичменту. Ради другого человека они не предадут старую дружбу. Я поддерживаю политику Никола Пашиняна. Будет хорошо, если он останется у власти. Он правильно делает, что наказывает некоторых оппозиционеров. Они враги народа и должны находиться в тюрьме. Сколько бы они ни гавкали против премьер-министра, у них ничего не получится. Никол Пашинян очень хороший человек. В бедах армянского народа виноваты бывшие власти. В течение 30 лет они только грабили страну и ничего хорошего не сделали для народа. Премьер-министр хочет вытащить страну из болота. Кто мешает ему в этом деле? Враги Армении. В следующем году я обязательно снова проголосую за Никола Пашиняна. Кроме него, никого не хочу видеть у власти. Вы говорите, что Никол Пашинян уверен, что в 2026 году будет переизбран? Думаю, это во многом связано с темой мира. Он стремится к примирению между армянами и азербайджанцами и полагает, что народ поддержит его за мирный курс. Ведь никто не хочет войны и гибели своих детей. Сегодня для нас главное – это мир. Могли ли мы остановить или избежать Карабахской войны? Известно, что была создана Минская группа, занимавшаяся урегулированием конфликта. На протяжении многих лет звучали заверения, что карабахский вопрос не имеет военного решения. К сожалению, ситуация в мире изменилась. Сегодня многие вопросы решаются при помощи силы. Что касается мира между Арменией и Азербайджаном, мы приветствуем любые инициативы, направленные на установление стабильного мира. Вместе с тем мы всегда подчеркиваем, что статус карабахцев должен получить справедливое решение в виде достойного и безопасного возвращения на родину. Нельзя считать вопрос решенным, если карабахцы лишены своей земли. Что касается оружия стоимостью 5 миллиардов, оставленного в Карабахе, придет время, и мы обсудим этот вопрос. Тогда мы даже не могли представить, что все так закончится. Думаю, мы старались сделать все возможное, чтобы избежать такого исхода. Власти разрушили и продали наши победы. Наши солдаты и фидаины воевали до конца против врага. О каком мире и Четвертой Республике говорит Пашинян? Он отдал Карабах, который мы оккупировали ценой нашей крови. Никол уничтожил нашу единственную победу, которую мы приобрели за 1000 лет. Теперь он говорит, что карабахцы не воевали. Он нагло лжет. Карабахцы воевали до последнего. Они веками боролись против азербайджанцев. Мы так этого не оставим. Мы вернем Карабах и другие наши территории. Азербайджанцы и турки должны бояться нас. Если они не будут бояться, у нас не будет побед. Никол своим молотком лишь пугает армянский народ, а перед турками и азербайджанцами он стоит на коленях. Если бы во время войны нас не остановили, мы дошли бы и до Баку. Пусть Никол убирается ко всем чертям. Нам нужен не кот, а лев, который не будет держать нас в унизительном положении.
И пока армянская оппозиция продолжает демонстрировать реваншистские настроения и выступает против мира с Азербайджаном, в Копенгагене прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры подчеркнули важность договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира по инициативе президента США Дональда Трампа, и подтвердили готовность двигаться к прошлому миру. В тот же день парламент Армении принял заявление о мире с Азербайджаном. Оппозиция демонстративно отказалась участвовать в голосовании, покинув зал заседаний. Этот шаг лишь подтвердил: реваншисты выражают не интересы народа, уставшего от конфликта, а свои амбиции, мешая процессу мирного урегулирования. Остается надеяться, что благоразумие в Армении возьмет верх, и долгожданный мир наступит как можно скорее.